Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я расскажу про Винченцо Риччи. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Винченцо Риччи, персонаж игры Mafia Lost Heaven, ее переиздание Mafia Divinity Edition, является оружейником в семье Сальери. На него возложены функции приобретения, производства, хранения и ремонта оружия. Винни не оружейник и капо режима семьи Сальери. О его ранней жизни известно немногое, за исключением того, что он недолго служил в итальянской армии, прежде чем дезинтегрироваться и эмигрировать в Америку. В какой-то момент в 1010-х годах он попал в Lost Heaven, где родственники, нанятых Доном Папоне, привел его в мафию. После того, как его родственник был казнен в 1921 году за убийство, а Папоне вскоре после этого был убит, Винни стал силовиком у Дона Сальери, и в конечном итоге ему доверили закупать оружие и другое необходимое снаряжение для членов семьи и солдат. У него такая же яркая репутация хвостуна, и он любит рассказывать историю, правдивые или нет, о своих различных подвигах. Короче говоря, человек, которого вы хотите видеть другом и уже точно не врагом. Начиная с вечеринки с коктейлями и заканчивая святые и грешники, Винни встретится с Томми в его мастерской за баром Сальери, представить ему оружие или специальное снаряжение, в зависимости от того, что требуется для текущей миссии. Во время омерта он вооружил Томми лупару, поскольку общение с Фрэнком требует соблюдения старых обычаев. С днем рождения до сливки общества он выступает в роли военного советника Дона Сальери, в конфликте, который заканчивается смертью Дона Морелло. Винни также организует для Томми убийство политика крестоносца Хэнка Тернбулла от имени Дон во время избирательной кампании. Его последнее появление в сюжетной игры просто для расслабления, где он открывает свой арсенал, позволяет игроку брать все, что он захочет для работы. Во время эпилога предательство Томми семьи проводит к нему, что Дон Сальери все его сообщество попадает под стражу в полицию. Винни показан арестован вместе с Ральфом, и его дальнейшая судьба неизвестна, но может предположить, что его судили и отправили в тюрьму за целый ряд преступлений. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах. Винченцо, скорее всего, основан на Питере Клеменце из «Крестного отца». Оба мужчины, опытные капорегимы, и оба помогают главному герою советами и оружием. Во время обычной рутины его можно увидеть за стойкой бара, где он учит своих людей драться. В отличие от его оригинального дизайна, из-за которого он показался полноватым, в подражании Клеменце в окончательном издании Винни показан хорошо сложенным и устрашающим мужчиной с подробными татуировками на предплечьях. Винченцо занятый шутник. Например, от него можно услышать пару анекдотов при битвах в главах, вечерних с коктейлями, и пора привыкать. Любимое оружие Винченцо — Смит Вессон Magnum 27, покрытым золотом, и это может позволить себе не каждый. Об этом говорится в Mafia 2 Mobile. Винченцо посвящена коллекционной карточке номер 6 Mafia Divinity Edition. В ней же указывается, что Винченцо находится в семье в должности капо, тогда как в оригинальной игре его статус никак не упоминается. На этом история про Винченцо Риччи подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А мне лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала PakeMaker.